Ну что, ребятки, всех привет, всем привет, с пятницей, поздравляю. И вновь мы дожили до очередной пятницы, до очередного стрима по игре SnowRunner. Ну, как говорится, по машинам, понеслась. Фух. Сегодня, наверное, был самый жаркий день за всю историю человечества. Пекло жуткое. Да, я думал, будет... Я думал, не выжил сегодня. Ну, по крайней мере, вечера на стриме. Но вроде бы жара спадает. Так. Вернемся к нашим монстрам. Так, Дэри Лонхорн. Дэри Лонхорн. Давайте немного его оттюнингуем. Так, 850 можно поставить. Окей. Старый в топку. Так, вот, ох, тут сразу передачки доступны. Найс. Вездеходные. Так, расход топлива. Ну, нормально. Ну, вроде бы. Для такой машины. Так, шинки, шинки, шинки. Так, цепи. Выглядит зачетно. Выглядит all right. Правда, вот это колесо мне ну, вот эта пара колес смущает меня по центру. Но, видимо, такая конструктивная особенность. Так, тяжелая двухмоторная, естественно. Так, это на 20-м левеле. Низкое седло. Низкое седло. Низкое седло. Ну, давайте поставим низкое. Так. Да, сразу 2700 потратим. Так, кастомный выхлоп. Зарядим нашего монстра и посмотрим, на что он способен. Решетка нет. Тройной клаксон, вообще не вижу их смысла. Козырек. Брызговики, кстати. Ага. Привет, дружище. Санта Фрэнклин Клинтон. Спасибо, что заглянул. Так, это что такое? Передний бампер, грузовой, 1200. С туманочками, 1700. Ну, такой вот, подороже. Так, и дисочки. Дисочки, ну, выбор невелик. Привет, Папгер. Привет, старичок. Ты сегодня у Артема, и он тебе раздал Wi-Fi. Живем? Так. Я хз. Выбор такой прямо шикарный, что не знаешь, куда деваться. Так, кстати, ух ты. Интересно. Не, ну раз... Так, какие еще цвета? Кстати, милитари такой роскошный. Ну, это божья коровка, естественно. Я думаю, у всех такая ассоциация возникла. Блин, ну мне нравится милитари, кстати.
Или, быть может, все-таки версию DLC? Давай возьмем DLC-версию. Так, ну что, наш Дерри Лонгхорн 3194 заряжен. И мы готовы. Так, ну как ты, а, дружок? По-моему, выглядишь просто зачет. Как ты звучишь? Ну, выглядит, кстати, со стороны убого. С этой парой колес по центру. Ужасно смотрится. Так, свет есть. Как у него в кабинке. О, пропеллер работает. Найс. Второй работает. Блин, вдвойне круто. Спасибо. Ну, по-спартански. Обзор маленький. Так, ладно, давайте задачи на сегодняшний стрим. На сегодняшний стрим задачки такие. Где-то была задачка жирная. Да, вот это вот. На 800 очков. Что нам нужно сделать? Трубопровод строится быстро, но до его завершения еще далеко. И на этом участке нам понадобится ваша помощь. Но вы уже в курсе. Надо ставить материал на площадку, остальное наша забота. Да понятно. Так, доставить трубопроводу металлические балки, запасные части, средние трубы, доски и крупногабаритный груз. Ограничений вроде нет никаких, да? Что, ну, по очередности. Единственная проблема... А, нет. И сюда смогу добраться, и сюда. И сюда. Интересно. Окей. Так, давайте тогда с крупногабаритного груза начнем. Мне интересно, что это такое. Крупногабаритный груз. Так, мы находимся здесь. Окей. Так, а что если мы дадим прямо здесь возможность проехать? Так. Красавчик. Ну, с этой стороны не очень. Так, а что можно цепануть? Стандартно. По-любому где-нибудь есть это прицепы на карте. Так, ну вроде бы нет. Кстати, а это что у меня стоит тут? По цепи P16. Надо его на базу эвакуировать. Наш мичиганский монстр. Пускай пока отдохнет. У нас новая любовь. Новая любовь. Новая надежда. Погнали. Так, испытание снегом. И мы застряли. В чем проблема? Среднее колесо. Почему ты не крутишься? На кой ты хрен нужно вообще? Ах, да. Испытание снегом мы не прошли.
Это какой-то ассист, то есть на него никакая тяга не идет, похоже, на это среднее колесо. То есть это тупо, чтобы на брюхо не садиться, я так понимаю. Так, понял. Эй! Самое главное в такую погоду, чтобы комп не закипел. У меня в простой были температуры 50 градусов. И на процессор, и на видеокарту. Сейчас, наверное, ближе к 80. Видеокарта и процессор около 70. Мне кажется. Так, управление грузом это здесь. Кстати, аэропорт. Надо рассмотреть. Так, крупногабаритный груз. Да, это он. Окей. Кстати, вот и балки, собственно говоря, которые можно будет там зацепить. Так, а тут лесопилка. Так, деревянные доски, 1 единица. Кстати, можно сразу ехать на лесопилку. У меня одно место есть. Хотя нет, это душное место такое. Отбой. Лучше мы заедем сюда, на станцию лесозаготовки. Короче, я не понимаю, либо у меня что-то перегревается, какие-то фрезы наблюдаются. Хорошо бы это центральное колесо бы немножко подрулило, быть может. Чуток. Так-то у нас есть постоянный полный привод, есть коробка вездеходная и почти предтоповый движок. Пока что мне нравится, единственное, что мне нравится на данный момент, это звук. Обожаю звук. Звук мотора. Так, расход у него до 16 поднимается литров в минуту. Бак 370. То есть хороший бак. Вместимость хорошая. Расход умеренный, ну, вроде бы.
Самое главное, как он покажет себя на бездорожье, на лютом. Так, на Аляске дико темно, ни хрена не видно, как обычно. Так, деревянные доски. Найс. Так, окей. Теперь тем же макаром обратно. А камон, что такое происходит? Нарисую себе маршрут, чтобы, как обычно, не потеряться. Время. Блин, еще только пол-11 игрового времени, сучка. Ты чё застрял? Ты чё, издеваешься? Не говори, что ты застрял. Так, нет, наверное, там... Наверное, там пенек. Так, пока что плюсов больше я не наблюдаю. Я бы подумал, что он должен меньше вязнуть, потому что раз у него есть опора в центре. Но нет. В смысле? А что я не могу? А вот. Но нет, он также погружается в грязюку. Ну, блин, ладно, может быть поставлю когда движок помощнее. Хотя, быть может, стоит поменять резину. Надо попытаться попробовать поменять резину, может быть, прокать. Ну, по крайней мере, на грязи он будет лучше себя чувствовать. Немного вида из кабины. Блин, мне бы сейчас такие вентиляторы, как у него. Парочку. Не вписываюсь.
Короче, из этого центрального колеса, то есть из центральной оси, так сказать, у него радиус поворота увеличился. Можешь прицеп зацепить. Отвезти его на стоянку. Продать, наконец. Так. Достанет, не достанет. Не достает. Кстати, у нас уже есть два тягача мощных. Тот же самый Пацифик и Дэри Лонг. Если прицепить Пацифику P16 еще, еще прицепить полуприцеп на 5 единиц, это будет 10 единиц. То есть за раз можно неплохо такое возить. Джек. Добрый Джек, спасибо за лайк. Спасибо, дружище. От души. Текст. Сюда. Да. Так, час времени игрового. Так, есть первая доставка. Так, что осталось у нас? Трубы, запасные части и металлические балки. Металлические балки занимают 2 единицы пространства. Запасные части 1 единицу. 3. И средние трубы, по-моему, тоже 2. То есть, в принципе, можно все за раз вести. Так, что у нас здесь? Здесь у нас балки. И балки здесь есть, но я эти не буду трогать. Сюда хрен доберешься за ними. Блин, надо, наверное, сюда заехать сначала. Здесь как раз есть запасные части. Так, а здесь, видимо... Так, здесь средние трубы. Балки здесь. И
здесь. Может, мост сделать? На доски все доски и запасные части привезти. Доски, доски, доски. Так, что у меня есть? Давайте сначала построим этот мост, что ли. Playful. Привет, дружище, спасибо. Так, что надо? Надо деревянные доски 2 единицы и запасные части 2 единицы. Доски здесь. Так, а это что? А, это запасные части, они здесь. Да капец, у меня опять все разбросано, блин, все эти телеги. О, кстати, стоп. Я же хотел затестить. Секунду. Тут же есть этот Caterpillar 745. Так, сейчас секундочку затестим его. Отлично. Хорошо, отлично. На трассе плохо, да и хрен с ним. Так, лебедка стоит, див стоит, контейнеровоз. Так, грузовой контейнер и специальный груз. Так, пусть будет желтый. Так, я хочу, короче, сюда загрузить. Получится, не получится мне доставить деревянные доски на нем. Да ё-моё, ну как так-то? Он на асфальте вообще неуправляемый. Так, а если полный отключить? Ясно. Без полного вообще не едет. То есть только по прямой. Но он зато по пересеченной местности просто идеально подходит. То есть если снег глубокий, вообще легко.
Просто на изи проходит. Грязюка тоже все сжирает. Так, ну что, можем мы загрузить? Да? Смотрите. Ну-ка. Да. Удивительно. Это какая-то интересная недоработка или... Потому что ремни, они просто в воздухе болтаются, то есть они никак не закреплены. Мне кажется, это баг. Так, а теперь на дороге полный перевод отрубаем и... Должен чувствовать себя лучше на поворотах. Ну, короче, на нем можно доставлять прямо в самые труднодоступные места. Благо есть такая возможность. Не знаю, это баг или так и есть. Но возможность такая существует. Че бы к нему прицеп можно вот цеплять? Но такой возможности опять же нет. Найс, так. Там завершен. Так, теперь нам нужно что? Попасть на ту сторону? Блин. Чтобы взять запасные части. А запасные части... А, блин, зачем мне вожи запасные части? Идиот. Понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отрубаем полный привод на трассе. Потому что его просто несет. Так. Запасные части. Блин, прикольно. Что есть возможность погрузить.
Еще поворачивал бы ты. Я так и знал, кстати, что... Ну, не знал, а предчувствовал, что в пятницу будет онлайн минимальный. Так, кстати, внизу какое-то задание есть. Или что это? Так, окей. Окей. Может, вышку открыть съездить? Она вроде недалеко тут. Может, какие-нибудь улучшения попадутся. Угу. Вижу крупногабаритный груз. Так, а через этот завод мы не проедем, да? Ну ничего. Ничего страшного. Мы можем и объехать. Этой технике дороги не нужны. Наконец, кстати, утро. Так, стоп, я думал, это дорога. Ясно. Так. А на левее. Не, в целом, Катапиль хорош. Но моторный отсек у него просто огромный. Его клюв, он, блин, пикается. И ему сложно преодолевать всякие горки крутые, овражки глубокие. Идеально он по полю идет. По непаханному полю. Так, что у нас какие-то проблемы? Так, а где? Ё-моё, она была слева, да что? Почему? Почему я такой невнимательный, а? Где она? Чёртова вышка.
Какая там грязюка как раз для нас. Легко. Так, что есть в окрестностях Аляски? Не, вернее, в окрестностях Белой реки. Улучшение. Так, улучшение. Ага, оно здесь. И на полуострове какой-то скаут 800. Так. Ну, кстати, быть может, я даже доеду. Но не сейчас. Так. Теперь что мы? Возвращаемся к нашему трубопроводу. Так. Так, нам что нужно? Средние трубы? Средние трубы, средние трубы. Так, а здесь средние трубы. Запасные части у нас здесь. И балки у нас здесь. Так. Нужна логистика. Нужна логистика здорового человека. Так. Блин, эти дороги, они... Стоп. Ну, можно и здесь проехать. Можно и здесь. Сейчас их сразу... Надо пересесть. Давай нажимайся, да что такое? Так. Сюда. Чего не нажимается, я не понимаю. Либо тут рядом с границей какой-то баг есть. Зона. Так сказать, часть от панели, просто она невидимая. О, можно зацепить улучшение, кстати. Так, отлично, склад. Илья, здорово, спасибо за лайк. Спасибо за пожелания. Эх, развернуть бы еще карету бы здесь. Ой, стой, 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 стой. Кстати. Пара колес нас выручил. Так сказать, удержал от фейла.
Средние колеса выручают. Так, ну что, едем? 300 литров есть. Скорости, конечно, не хватает этому тягачу. Кстати, у меня тут появилась мысль, так сказать, когда у меня наберется 500 подписчиков, это будет такой знаменательный день, знаменательное событие, и я даже планирую провести стрим-розыгрыш. Дэнзи Бой, привет. Чебуростик, привет. Рад приветствовать вас. Так вот, о чем это я? Планирую провести стрим-розыгрыш, так сказать, на 500 подписчиков. И думаю, может быть, разыграть игрушечку какую-нибудь из магазина Steam. Будет неплохо. Спасибо за 12 лайков. То есть, вернее, за 12-й лайк. Спасибо, дружище. Ну, сразу говорю, там не будет новинка. Какая-нибудь жирная. За жирный прайс. Такая небольшая игрушечка с, может, рублей за 500, за 600. На, посмотри, там какие ценники. Так, стоп, я правильно? Да ё-моё, ну почему? Я же себе уже разметил. Опять не туда уехал. Хотя нет, наверное, я не буду ставить на него внедорожную резину, потому что я все время буду по асфальту ездить, ну, по крайней мере, здесь. Так, где-то, короче, тут есть улучшение. Резина с цепями, а значит зимняя. Так, а чё, где улучшение? Дальше. Да, внедорожная резина с цепями. Дэнзи-бой, дела, да, все по-прежнему, все по-старому, никаких изменений.
О! Так, ладно, сползаем за улучшением. Может, какой-нибудь движок? Нет, подвеска. Подвеска для International Paystar. Ну ладно. Пока никаких, так сказать, Дэнзи Бой изменений нет. Все по-прежнему. Давай, 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 давай. А вот тут уже проблемка. Тут уже среднее колесо мешает. Ну, средняя пара колес. То есть сцепление тупо пропадает из-за него. Это фигово. А, во. Нет. Короче, где-то это плюс, где-то это минус. Давай. Жестче. То есть он больше приспособлен для, ну, более-менее ровной дороги. Грязная, но ровная. Так, погнали дальше. Так, средние трубы. Они занимают 2 единицы места. Отлично. Хотя нет, колеса тоже выворачиваются прям очень скудно. Не знаю, почему они так сделали. Ну, такая дура, махина должна поворачивать лучше намного, по идее. Так, что нам дальше нужно? Так, средние трубы взяли, теперь нужно балки. Балки здесь.
Блин, можно было, по идее, сразу забрать. Идиот. А, не, стоп, мне же нужно сначала заехать сюда. Так. Сюда. Так, здесь, по-моему, нельзя проехать насквозь. Да блин! А, боже мой, что я сделал? Случайно зажал. Так, а потом я просто что, давану по этой дороге уже напрямую сюда. Блин. Короче, мне не нравится Дерри Лонгхорн с его минимальной поворачиваемостью. Из этого среднего колеса, из этой пары средних колес. Наверное, 6 из 10. Может, его можно поднимать, кстати? Мне кажется... Так. По идее, должна такая функция быть, чтобы поднимать его. Стопудово так и должно быть. Да-да-да, должно быть так. Но они почему-то не ввели эту функцию. Среднее, так сказать, средние колеса должны подниматься стопудово. Так, я опять сейчас не туда уеду. Ну вот сейчас вот по идее было, можно было поднять, но... Видимо, решили не усложнять, чтобы не добавлять механику. Но зато напрямую я себя должен чувствовать супер комфортно прямо. Как плитой на трассе. Обещали вроде грозу и дождь. Но хотя тучи собираются.
Так, окей. Здесь мы берем запасные части на одну коробку. Так, а может быть есть все-таки настройка? Педаль газа, тормоз, лево сцепление, клаксон, фары, привод. Двигатель, лебедка, камера, автомат, задний, верхняя, пониженная, нет. Что-то нету. А могли бы сделать. А то управляемость просто ужасна. Ого. Сейчас так бахнул жестко. Уже реально гроза идет. Причем бахнул так, как будто что-то взорвалось. Что такое-то, алло? Там же ничего не было. Да, беда. На ровном месте. Просто на ровном месте. Да ё-моё. Сейчас, секундочку, гайс. Капец, сейчас так бахнуло жестко, у нас аж стены затряслись. На грозу не очень похоже, больше похоже на какой-то теракт. Рядом с моей жопой. Так, если, короче, будет жесткая гроза, я стрим буду отрубать. Потому что не очень охота, чтобы меня спалила комп. То знаете ли, без компас в наше время как без рук. Так, что нам нужно? Балки. Ну, отличненько. Все влезло.
Хотя говорят без телефона, как без рук, но мне кажется, это неверно. Без телефона можно прожить. А вот без компа невозможно. Так, ну что ж, все довезли. Наконец. Мне сообщили, что все доставлено на место и готово к работе. Отлично, спасибо. 800 очков, 6600 бакинских на кармане. Так, что мы выберем с вами дальше? Так, доставка топлива 260 единиц. Полярная база 770. Вот это жирно, кстати. 620. 200. 190. Крохи. Просто крохи. 210. 200. Так. О, 790. Доставить бурую площадку в Северный порт. Блин, что-то неохота мне пока возвращаться обратно. 500 на лесопилку расходник. Кстати, это расходник. Расходники на лесопилку. Душное место такое. Ладно, короче, где-то там был жирный контракт. О, полярная база. Так, полярная база. Где ты? Не вижу. О. Так, полярная база. Тут есть у нас малая цистерна. Да, и тут проезд я знаю, тут можно доехать без проблем. Так, ну что, окей. Все понятно, теперь осталось разобраться с логистикой. Доски деревянные. 2 единицы. 2 единицы досок. Так, здесь у нас балки и деревянные доски, цемент. Цемент здесь. Цемент здесь. Расходники. Здесь у нас... доски здесь тоже. Так, значит, доски можно здесь взять. 2 единицы досок. Здесь топливо подрезать. Балки. И здесь цемент. Ну, понятно. Короче, тогда я возьму, с вашего позволения, опять наш катапиллер. И на него погрузим деревянные доски. Так, топливо еще есть? Есть. Так, а что если здесь проехать по беспределу, а?
Блин, правда, эти пеньки блядские. Так, лишь бы носом еще не клюнуть. Так, а если подключить пониженную и дифференциал, то вообще просто пушка-бомба. Пушка-гонка. Так, окей. Так, доски. Есть. Так, выгрузить нам нужно на полярную станцию. Ты живой? Так, сейчас я секундочку чекну. Как там за окном? Так, ну тучки жесткие, тучки жесткие. Ого, ужасы. Привет, привет, дружище, спасибо за лайк. Так, где я еду? Спасибо за лайк. Спасибо, что здесь, со мной. Не бросаешь меня, мне приятно. Слишком мало места для такого зверя, для такого монстра. Rocket Play, привет, дружище, спасибо. Блин, ну отлично, еще и... дерево. Вы издеваетесь? Висячее дерево. Перепутал. Да, узкие тропки не для меня. Вернее, не для этого аппарата. Так. Так.
Есть. Доски привезли. Что еще можно привезти? Топливо. 2 единицы. Балки. 1 единица. Это 3. Запасные части. Запасные части здесь. Так, и цемент опять здесь. Сюда ехать за цементом. Опаньки. Оп. У меня еще какой-то стоит агрегат здесь. Катепиллер. Может, на нем? На нем доехать, а? По-быстрому. Так. Нужно покататься на всей технике, я думаю. Когда все так разбросано по карте, то есть много всяких точек, лучше, конечно, иметь несколько машин. В разных точках. То пока на одной машине доедешь из одной во вторую, блин. Не, все-таки Катепиллер хорош. Ну, в том плане скорость, динамики, маневренность. Так, цемент. Цемент нужно... А, цемента только 1 единицу надо. Ясно. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть колеса не лишился.
Я уже хочу на Таймыр. Хочу на Таймыр. Так, чуть не пропустил поворот. Так, где? Точка сброса. Не понял. А, это задание, я понял. Так, цемент, пожалуйста. Цемент довезли. Кстати, можно отремонтироваться, раз уже здесь. Так, ну что, гайс, куда дальше-то? Ломанемся. Можно долететь до... балки. Балки, тоже одну единицу палок. Запасные части и топливо можно будет уже... Запасные части и топливо можно... Можно... Ну, можно уже туда на этом... На Дерри Лонхорн зацепить. Так и поступим. Да ё-моё, эти пеньки, блин. Явно в реальной жизни бы этого пенька бы здесь не было, потому что, ну блин, он прямо на дороге стоит, алё. Его стопудово выкорчевали бы. Но нет, в игре он остался, естественно. Так, блин, надо назад ехать. Вообще бы в лагере не остался, я не пенек. Так, где там мой котопиль? Сейчас мы его сдернем, как больной зуб. Ты что, издеваешься? Капец, он засел. Офигеть. Я его прямо засадил, так засадил. Так, ну-ка, если с дифференциалом. Ясненько. Да. Так, стоп, нет. Пересесть. Как так-то?
Да. Какой бред, а? Вот как это работает, а? Кто мне объяснит? Сам себя смог выдернуть, а Катерпиллер не смог выдернуть. Игра, ну что с тобой не так, а? Так, сколько мне нужно? Хотя надо было на Катерпиллере разгонять за балки, ну ладно. Так, я правильно еду? Возможно, на Катапиллере, ну, на головастике было быстрее. Так, Ц. Так, балки. Я насчет Дэрила Хорна немного ошибся. То есть он же здесь нормально проехал. Супер быстро. То есть тянет он, будь здоров. Давай, Rocketplay, спасибо. Спасибо, что заглянул, спасибо, что сидел со мной, спасибо.
Найс. Так, ну что, осталось совсем чуть-чуть. Так, осталось топливо и запасные части. Окей. Так, где-то наш Терри Ламхорн. О, кстати. Раз уж мы оказались рядом с вышкой. О, стоп, пить. Развернемся. Доедем до вышки. Так, а что если попробовать здесь заехать? Не, он не заедет стопудово. Хотя... Не. Может быть, если дифференциал бы стоял. Это явно поворот не для нас. Может, скаут все-таки переместить. Так, вот это безумие занимаюсь. Так, что доступно? Может, какие-нибудь улучшения? Стопудово какое-нибудь улучшение здесь есть. Так, а еще есть вышки? А, еще одна есть вышка. Так, еще одна вышка есть. Значит, где-нибудь, наверное, здесь... О! Интересно. Но туда нельзя попасть явно. Так, возможно, где-нибудь здесь улучшение и здесь одно улучшение. Ну, как мне кажется. Так, что опять? О, боже, опять это колесо среднее. Всю малину портит, а? Вот как разработчики балбесы могли бы сделать возможность поднимать его, а? Ни одного зацепа нет нормально. Все елки вырубил. Блять, только не падай, я тебя умоляю. Так, пониженную подрублю. Ё-моё. Это не входило в мои планы. Я хотел аккуратно. Так, и что делать? Сейчас, секундочку. Сделаю страховочку себе.
Спасибо, благословенные лебедки. Короче, надо что-то другое искать. Другой тягач мне этот не устраивает. Может опять на Пацифик сесть? Он же такой роскошный. Правда, единственная проблема, что он не прокачиваемый. Но он скучный. Так, у меня что это залагало все. Микрофризы были. Сейчас, секундочку, чекнем, как там. Так, потери кадров нет. Да нормально. Колес так поворачиваюсь медленно. Бесит. Так, что, едем туда за топливом и запасными частями. Чё опять не так, алло? Наш водила засыпает, что ли, там переключать коробку передач вовремя. Короче, надо этот пригнать сюда скаута и эти вышки подкрывать, и улучшение, может, улучшение годное есть. В конце стрима, наверное, сделаем так. Не, ну почему, наверное? Сделаем. Не, его все равно таскает. Я прямо чувствую. Да, вот, пожалуйста. Даже с лишней парой колес он ужасно себя ведет на дороге. Я думал, как по рейсам должен ехать. Так, чё, как удобно-то здесь взять топливо? Или же... наверное, зацеплю здесь, не буду уже заезжать. Здесь заезд удобный. И заправиться может. Фудмарт. Сколько надо? 2 единицы.
Да, в пятницу летом, в такую жару. По-моему, это грех стримить. Ладно, может потом хлопчики в записи посмотрят. Просто я думал, вдруг люди сидят дома некоторые, скучно, типа самоизоляция, все дела, все еще работает как-никак. Ну, самоизоляция действует, вернее. Ну и та же самая опасность заражения. Ковид. Заражение существует. Вероятность заражения. У него примерно такая же, такой же радиус поворота, как у Pacific P-16. Так, окей, теперь что надо? Топливо есть и запасные части. Запасные части. Раз, два. Так, у нас стало супер темно. Сейчас как ливанет. Да, блять, ну чтоб тебя. Даже бампер не спасает массивный. Да, беда с этими колесами, с этой подвеской. Ведь шум нахер летает, подохни. Кстати, как там дела-то у Шумахера, интересно. Бедолага, бля, столько времени. Вот судьба, да, у человека. На таких скоростях передвигался в болиде Формулы-1. И ничего, ни одной аварии вроде не было. Я не следил за его карьерой. Ну, даже если и было, но, видимо, был цел после этого, после завершения карьеры. А тут поехал кататься на лыжах. Да. Так, здесь я явно не буду поворачивать. Следующий поворот. И полярная база в долине будет. Задание сделано.
Да, блять, ну чтоб тебя... Короче, 6 из 10 даем этому тягачу. Мои надежды он не оправдал. Он разбил мне сердечко. Но если бы у него был бы полный функционал с убирающимся колесом, то возможно было бы 8 из 10. Так, окей. 19 левел! Доступно для установки навесной, что-то доступно. Ясно. Так, anyway. Давайте дальше пробежимся по миссиям. Самым жирным 620 дают за миссию 260. Так, 190 это слишком мало. 210. 200. 500. И доставка, но это придется в северный порт, да я не хочу. Так. Доставить в аэропорт, кстати. Доставить в аэропорт. О, кстати. Но тут надо высокое седло. Так, ну это, возможно, я оставлю на попозже. Тут есть... Тут есть лабиринт. Во! Запасы города за 620. А? У нас опять сложности. Начались перебои с водоснабжением. Для ремонта нужны запчасти и оборудование. И чем раньше, тем лучше. Ну, блин. Ребят, вы обратились по адресу. Так, что сделать-то? Так, точка. Поставить город. Это город? Какой-то сарай. Издеваетесь, что ли? О, Пацифик. Может, на Пацифике? Так, что нужно? Доски 2 единицы. Вообще изи. Трубы малые, то есть отсюда можно взять катапиллера. И бетонные блоки. Бетонные блоки. Стоп. Это доски. Здесь что? Здесь блоки, кстати. А здесь у нас есть и трубы, и блоки. Ясно? Окей. Так, секунду. Где там здоровяк может? Пробежимся по тюнингу, может что-то появилось. Так, нет, лебедка, нет, дифференциал. Да. Скудно, очень скудно по модификациям. Сейчас быстро, махом просто это задание на 600 сделаем. Короче, ладно, он у меня повышается в рейтинге. Дадим ему 7 из 10 вот этому головастику. Он явно круче Дэри Лонгфорд. Выглядит брутально. Колеса огромные. Проходимость запредельная. Поворачивает лучше.
Грязюка вообще не страшная. Как будто в лужицу заехал. Которую сделала маленькая девочка. Так, доски, бам-бам. 2 единицы досок. О! Кстати, в Спинтарисе реально как будто бы грязи было намного больше. Там грузовики прямо скрывало. В грязюке, я помню. А, стоп, это была карта Чернобыля как раз таки. Там было реально грязюки просто тонны. Машину скрывала наполовину. Но зато здесь красиво. Снег. Много техники. Текстура. Короче, головастик не нравится. Так, ладно. Это доставили. Это доставили. Что касается Дейри Лонхорн. Заправиться. Так, я смогу? Печально, что только присоединив этот прицеп ремонтный, можно отремонтироваться. Раньше можно просто подъехать, ну, в том же самом Спинтайрисе, к тому прицепу и отремонтироваться. На всякий случай заправлюсь. А то мало ли что.
Мгм. Не поворачивает. Так, балки и трубы. Бетонный блок. Бетонный блок. И малые трубы. Идеально. Просто идеально. На лосяшку засмотрелся. Тут получается лось, а тут знак анархии, что ли? Ничего не... Похоже, как будто бы анархия. Так, может немножко из кабины проехать? Очень похож на военный, кстати. Грузовик, может он и есть военный? Более у него там раскраска была такая в милитари. Я вообще поворачиваю, не? Короче, ужасное место. Из-за этого центрального колеса, центральной пары колес не могут повернуть, блять. Кал, блять. Я, может, там уже обновление вышло? Надо просто пропатчить. Не, ну вентилятор сделали, это круто. Так, ну что, сейчас я думаю, довезу груз и пересядем в наш скаут и поисследуем местность в поисках роскошных улучшений.
И потом, может быть, еще напоследок какую-нибудь миссию зацепим по фасту. Простенькую, легкую, быструю. Чтобы никого не задерживать. Кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. Спасибо. И не забывайте смотреть стрим на скорости 1.25. Я вас умоляю. Цените свое время. Ну или 1.25. Орик Плей, спасибо за лайк. И привет тебе. Так, найс. Дейзли груз. Выполнить задачу. Как раз вовремя. Скоро вода потечет по трубам. Ну, мы свою часть работы сделали. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну что? Так. Скаут. Надо найти скаут. Так, северный... Так. На горной реке, наверное. Хумер наш. Так. Эвакуация. Надеюсь, он... Ага, белая долина. Так, может быть, кстати... Нет. Нет, шины. Так, наверное, здесь я открою... Все-таки заряжу его на цепи. Слишком много асфальта. Так, лебедка топовая стоит. Запасное колесо. Почему у нас... Ладно, дифференциал есть. Шнурок не стоит. Так, что у нас тут? Багажник. Клаксоны в жопу. Нет, это нет. Диски нет. Ну и хватит. Погнали. Так, что для начала мы прокатимся, наверное, до вот этой вышки. Ай-яй-яй, как ему тяжко, а? Да, он не торопится.
Там, правда, еще есть один скаут. Может, он лучше? Так, стоп. Где... Короче, надо сюда ехать. По этому снегу блядскому я буду ехать целый час, наверное. Там какой-то еще International Load Star. У него постоянный полный привод, по-моему. И дифференциал. Не, Хаммер, конечно, хорош. Но, быть может, International Load Star лучше. Эх, тут уже снег. Так, что есть? Так, ну. Красивый вид. О, улучшение. Nice. Да, как раз таки она здесь. В самых ебенях. А, еще второе, смотрите. Так, может за этим улучшением лучше на этой пиле разгонять? Да, я, наверное, так и сделаю. Ёб твою мать, а что произошло? Игра ломает мою технику. Так, стоп, я же не отметил, куда ехать. Так, давайте здесь. Мне дороги не нужны. Ну, вернее, этому хлопчику дороги не нужны. За это его и любим, ценим. И все дела.
Надеюсь, деревья нам не помеха эти. Этот кустарник. Да, я бы на Хаммере ехал бы на сутки, наверное. Так, это у нас полный привод для фрайтлайнера. Так, а что за фрайтлайнер? 114 СД. И ладно. Так, следующее улучшение мы добудем на нашем Хумере. Так, отлично. Что за фрайтлайнер такой интересно, а? Так, окей, подвеску мы отдельно собрали. Ты еще понять, где он находится. Такое ощущение, что где-то здесь. Так. Это у нас какой-то пикап стоит. Так, я все вышки открыл, кроме этой. Мгм. Короче, я что думаю, может попробовать выкупить другой скал? Эвакуация. Не, Хаммер, конечно, хорош. Блин. У меня есть еще один скаут. Сейчас, секундочку. Где он? Северный порт. На котором я не езжу. О,
Кстати, у меня что-то еще вездеход стоит. Так. Ладно, вездеход, короче, с ним потом разберусь. Так, на стоянку. Сейчас выкупим стоянка. Это, короче, продадим. Так, стоп. Да. Стоянка. Продать. Так, давайте купим скаут новый. Так, вот этот International Lodestar. Может, он самый жирный? Быть может, он... Я таки не поездил. Так, какой-то еще Дон 71. Так, ну, мне сказали, что это имба, хоть он у нас есть, но ездить по нему не... Да, возьмем, короче, International Lodestar. Попробуем его на вкус. Купить и вывести со стоянки. Так, ну что? Что у тебя есть? Так, движок. Движок. Коробочка. Стоп. Коробочка вездеходная. А что такое? А подвеску-то я не нашел, что ли? Похоже, не нашел подвеску. Так. Мощная легкая. Улучшена легкая. Так, модуль пикапа. Ого. Даже кран можно поставить. Офигеть. Давайте модуль пикап поставим. Он полегче. Надо больше маячков. Клаксона, ненавижу клаксоны. Прожектор тоже не хочу. Ух ты, мигалка. Мигалка. Не, пусть будет маячки и прожектора. Так. И... Красный. Красный вообще идеально подходит ко всем тачкам. Так, ну чё, чекаем. То есть у него постоянный полный привод и дифференциал. Я разве не находил для него подвеску? Блин, он бодрее, кстати, едет, чем Хаммер. Так, окей, ладно. Здесь. Давайте откроем новую вышечку и сделаем последнее задание. Так, как у него в кабине. Плохо видно.
Ну как-то, кстати, бодрее себя чувствует. В смысле? Издеваешься? Ну, мои предположения, что мы просто сели на пузо, поэтому так себя ведет. Это странно. Да, короче, нужна подвеска. Мне нужна подвеска. А так он вообще прямо бодрячком. Жесткая дорога. Не, он прям хорош. Он как маленький тягач. Как маленький катапиллер, кстати. Потому что у него постоянно дифференциал и полный привод. Шикарно. И как раз таки здесь сели на брюхо. Так. Может, где-то здесь есть подвеска для него? Прям вообще рвет. Это поручение. Дешевое. Ну уже, улучшений. Короче, улучшений нет. Блин, камон, а где подвеска? Да. Ну ладно, ладно. Давайте посмотрим, что у нас. Ну давайте сделаем последнее задание какое-нибудь. Бочки с топливом. Доставить на аэродром. Так. Бочка с топливом. А, с буровой. Как раз есть прицеп. Но он только на 4 единицы. Так. Где там этот? Где там этот? Dairy Longhorn. Сейчас мы его возьмем, либо Pacifica P16 под прием. И последнее задание с вами сделаем. Так. Ладно, давайте Dairy Longhorn такие. Тематический стрим будем делать до конца.
Блять, не то. Эм, Так, бочки с топливом. Так, два, три, четыре, пять. Пять же, да? Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну что, ребятки, последняя наша доставочка, последняя выгрузка сейчас будет. И будем за... Блять, я тебя умоляю, только не дай бог ты упадешь. Ты робот такой? Да, и будем, в общем, заканчивать на сегодня. Ставьте пальчики вверх, комментируйте. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Вам не сложно? Мне приятно. Так, а я буду вас всех ждать уже в воскресенье, уже в это воскресенье. Продолжение игры SnowRunner. Меня это так гипнотизирует.
когда, когда грузовик едет по грязи. Завораживающее действие. Ну что ж, за это можно поставить лайк. Идеальная доставка, можно сказать. Есть 260 опыта и 2000 бакинских. Отличная работа, нам прохлаждаться некогда, время денег. Так точно, так точно. Так, давайте что мы сделаем напоследок? Зайдем в гараж, может какие-то улучшения доступны. И будем с вами прощаться. Друзья, до воскресенья. До воскресенья. Пожелаю вам хороших выходных. Погода отличная. Проведите с пользой время. Так, я зря сюда заехал. Да, нет, он справится. Я в него верю. Надеюсь, вы тоже. Да, вот это самое печальное, что есть в этом автомобиле. Это средняя пара колес. Какая тупость, а. Разработчики дубины, блин. Блять, что издеваетесь? Короче, эти колеса должны убираться, стопку. Ну уже. Ну уже. Если... Так. Блять, надо поближе к елкам ехать. Да, блин, вы что, издеваетесь? Отлично срезал. Да. Короче. Открепить. Какую-то хрень, короче, исполняют. Такую. Все ради вас. Так, ну что, ты будешь переворачиваться? Хрена лысого, блять. Какой же это бред. Ладно, короче, в жопу его. Эвакуация. Так, тюнинг.
Так. Наверное, здесь нет ничего, да? 20 левел в модуле. Нет. Нет. Ну тут хотя все открыто. Тоже на 20-м левеле. Так, у нас тоже 21-й. О, это крутой бампер. Прям отличный. Так, ладненько. Получается все, гайс. Получается все. Давайте будем прощаться. Спасибо, что смотрели, как я говорил уже. Ставили лайки, комментировали. До воскресенья. Всем удачи и всем пока. Спасибо.